Первые результаты переговоров в Женеве. Что принесет второй день? В СМИ просочилась информация о разногласиях в украинской команде. Кто за то, чтобы быстрее пойти на уступки? Зеленский дал команду готовить встречу с Путиным, сказал, на каких условиях возможен отвод войск из Донбасса, и заявил о готовности идти на выборы. Эммануэль Макрон в Мумбаи встретился с Нарендрой Моди и даже успел на экскурсию по городу. В Польше готовят репарации России за оккупацию, Косово празднует независимость военным парадом, в Перу радуются очередному свернутому президенту, в Дубаях на улице вышли роботы, а в Бразилии карнавал. Об этом и не только. Подпишитесь, время начать. В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Как сообщил источник российского агентства ТАСС, встреча проходила в напряженной атмосфере. Также источник уточнил, что помимо трехстороннего формата в Женеве состоялись и двусторонние переговоры между российской и американской делегациями. Глава украинской делегации Рустем Умеров подтвердил завершение первого раунда и сообщил, что после общей части стороны продолжили работу в профильных группах. По его словам, обсуждение было сосредоточено на практических вопросах и механике возможных решений. Умеров отметил, что как политические, так и военные блоки на сегодняшний день завершили работу и поблагодарил американскую сторону за конструктивное взаимодействие. О результатах первого дня будет доложено президенту Украины. Сегодня переговоры в политической и военной группах продолжатся. В украинской делегации на переговорах с Россией обозначились разногласия. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники. По данным издания, Кирилл Буданов, который фактически стал одним из ключевых переговорщиков, выступает за быстрое заключение мирного соглашения при посредничестве Соединенных Штатов. Его позиция заключается в том, что окно возможностей для договоренностей может вскоре закрыться. В то же время другая часть переговорной команды, которую связывают с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком, относится к идее скорого компромисса значительно осторожнее. Президент Владимир Зеленский, по оценке источников, пытается балансировать между этими подходами, сохраняя собственную линию. Один из собеседников издания оценил вероятность прорыва на переговорах как 50/50. Ранее издание The Atlantic писало, что часть советников президента допускает территориальный компромисс ради завершения войны. Однако сам Зеленский публично выступает против такого варианта. В публикации давалось понять, что среди сторонников более гибкого подхода может быть и Буданов. В то время, пока стороны еще сидели за столом переговоров, президент Украины Владимир Зеленский дал телефонное интервью Axios и вновь подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва по территориальному вопросу – это личная встреча с Путиным. Он сообщил, что поручил своей команде поднять вопрос о встрече лидеров в Женеве. Президент Украины рассказал, что предупредил Уиткоффа и Кушнера, чтобы они не пытались заставить его продвигать видение мира, которое его собственный народ воспримет как неудачную историю. Американские посредники предложили, чтобы украинские силы покинули удерживаемые ими части Донбасса, а эта территория стала демилитаризованной свободной экономической зоной. Вашингтон не обозначил, кто будет обладать суверенитетом над ней. Зеленский вывод войск обсуждать готов, но требует, чтобы Москва отвела свои силы на эквивалентное расстояние и категорически против суверенитета России над этой зоной. Зеленский отметил, что Вашингтон и Киев согласились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум в Украине, и если это соглашение будет предусматривать простой уход украинской стороны из Донбасса с жертвой суверенитета и гражданства проживающих там людей, оно на референдуме будет отклонено. Если же соглашение просто зафиксирует текущую линию фронта в Донбассе, как это предполагается в двух других регионах, где Россия удерживает территории, украинцы поддержат такой вариант, считает Зеленский. Также, по его мнению, возможно проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Хоть в сентябре Зеленский говорил Axios, что после окончания войны уйдет из политики. Сейчас он допустил, что может баллотироваться. Это будет зависеть от людей, посмотрим, чего они хотят, сказал Зеленский. Он также отметил, что на данный момент Россия согласилась лишь на однодневное прекращение огня для организации и проведения голосования, тогда как требуется 60 дней. Эту позицию России он назвал абсурдной и возможным признаком того, что Москва не готова к подлинному миру. Накануне переговоров в Женеве Россия нанесла массированный удар по Украине. Под атакой оказались 12 областей. Серьезные разрушения зафиксированы в Одессе и Днепре, а также на западе страны целью стали Бурштинская ТЭС и район Стрыя. Повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, есть раненые. В ряде регионов десятки тысяч человек остались без света, тепла и воды. По данным воздушных сил Украины, большую часть ракет и дронов удалось перехватить, однако полностью избежать разрушений не удалось. Энергетики предупреждают, восстановление может занять время, при этом сохраняется угроза новых атак.
Почти одновременно удары беспилотников были зафиксированы и на территории России, а также в оккупированных районах. Сообщается о пожарах на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе и в порту Таманнефтегаз в Краснодарском крае, о поражении химического предприятия в Пермском крае, а также об ударах по военным и энергетическим объектам в Донецке, Макеевке, Мариуполе и Севастополе. Российские власти заявляют о работе систем ПВО и перехватах. Данные о последствиях уточняются. В Женеве завершился второй раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Встреча продолжалась около 3,5 часов и прошла на фоне резкого роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений возможной военной эскалации. Переговоры проходят при посредничестве Омана. Американскую делегацию представляют спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, иранскую – министр иностранных дел Аббас Аракчи. Тегеран настаивает на смягчении западных санкций и стремится избежать новых ударов со стороны США и Израиля. При этом иранские власти подчеркивают, что готовы обсуждать исключительно ядерную программу в обмен на снятие ограничений. Включать в повестку ракетную программу или региональную политику Тегеран отказывается. Полный отказ от обогащения урана, по заявлению иранской стороны, также неприемлем. Вашингтон, в свою очередь, требует сворачивания ядерной программы, введение ограничений на баллистические ракеты и сокращение поддержки союзных Тегерану группировок в регионе. Переговоры ведутся в непрямом формате. Причина, по которой я упомянул, что мы вошли в некоторые технические детали и тонкости как в ядерной сфере, так и в области снятия санкций, отчасти связано с присутствием генерального директора агентства, которое в любом случае, как учреждение, отвечающее за ядерные вопросы, играет важную роль и может быть полезным в этом процессе. В переговорный процесс активно вовлечено и Международное агентство по атомной энергии, которое настаивает на расширении инспекции и прояснении ситуации с запасами обогащенного урана. При этом в Вашингтоне подчеркивают, дипломатия остается приоритетом, однако в случае ее провала рассматривается и силовой вариант. По словам американских чиновников, ведется подготовка к возможной многонедельной операции против Ирана. Накануне переговоров Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Тегеран заинтересован в заключении соглашения, чтобы избежать серьезных последствий отказа от сделки. Чего вы ожидаете от этих переговоров с Ираном в Женеве завтра? Я буду участвовать в этих переговорах косвенно, и они будут очень важными. Посмотрим, что может получиться. Вообще-то, Иран очень жесткий переговорщик. Они хорошие переговорщики. Или плохие. Я бы сказал, что они плохие переговорщики. Потому что мы могли бы заключить сделку вместо того, чтобы отправлять BE-2, чтобы уничтожить их ядерный потенциал. Нам пришлось отправить BE-2. Я надеюсь, что они будут более разумными. Они хотят заключить сделку. Вам говорили, что сделка практически невозможна? Нет, я думаю, они хотят заключить сделку. Я не думаю, что они хотят последствий отсутствия сделки. Они хотят заключить сделку. На фоне переговоров Иран начал военные учения в Ормузском проливе, ключевом маршруте экспорта нефти из стран Персидского залива. Этот шаг расценивают как сигнал готовности Тегерана к жесткому сценарию. Одновременно с жесткими заявлениями выступил верховный лидер Ирана. Им кажется, и президент США постоянно это повторяет, что американская армия – самая сильная армия в мире. Но самую сильную армию в мире иногда могут так сильно ударить, что она не сможет встать на ноги. Они говорят, мы отправили корабль к Ирану. Конечно, военный корабль – опасное судно, но еще опаснее – оружие, которое может отправить его на дно моря. В одном из своих недавних выступлений он сказал, что уже 47 лет США не могут свергнуть Исламскую республику. Он пожаловался своему народу, что уже 47 лет США не могут свергнуть Исламскую республику. Это хорошее признание. Я говорю, что и ты, Трамп, не сможешь этого сделать. Соединенные Штаты и их союзник Израиль считают, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. В Тегеране это категорически отвергают и утверждают, что программа носит исключительно мирный характер, хотя уровень обогащения урана приблизился к значениям, которые на Западе называют опасными. Пока стороны говорят о технических деталях и параметрах возможных ограничений, однако компромисс по ключевым вопросам остается под большим вопросом. На фоне военного давления и жесткой риторики дипломатия по-прежнему выглядит единственным способом избежать новой эскалации на Ближнем Востоке. Президент Франции Эммануэль Макрон начал официальный визит в Индию со встречи с премьер-министром Нарендрой Моди в Мумбаи. В центре переговоров – региональная и глобальная повестка, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также развитие совместных проектов в сфере инноваций и высоких технологий. После встречи Макрон и первая леди Брижит Макрон почтили память жертв терактов 2008 года в Мумбаи.
Они возложили венок к мемориалу и оставили запись в книге посетителей. В рамках визита французский лидер также примет участие в мероприятиях Года инноваций Индия-Франция и в международном саммите в Нью-Дели, посвященном влиянию искусственного интеллекта. А перед официальной программой Макрона заметили на утренней пробежке по улицам Мумбаи. При этом мегаполис регулярно сталкивается с серьезными проблемами качества воздуха и нередко входит в число самых загрязненных городов мира. В Приштине прошел военный парад по случаю годовщины провозглашения независимости Косово. По центральным улицам столицы прошли подразделения армии и полиции. Современная бронетехника, за шествием наблюдали сотни зрителей с национальными флагами. Премьер-министр Альбин Курти заявил, что парад не направлен против кого-либо и символизирует зрелость государства, его готовность обеспечивать безопасность и вносить вклад в региональную стабильность. Президент Вьоса Османи в своей речи подчеркнула уважение к тем, кто способствовал становлению независимости страны. Косово провозгласило независимость от Сербии в феврале 2008 года после войны, конца 1990-х и периода международного управления под эгидой ООН. Государственность страны признали более 100 государств, включая Соединенные Штаты и большинство стран Европейского Союза. Сербия, а также Россия и Китай независимость Косово не признают. В столице Перу шумное ликование у здания Конгресса. В Лиме сторонники отставки президента вышли на улицы сразу после голосования парламента. Решение депутатов они называют «победой народа». Звучат крики, в толпе плакаты с надписью «Коррумпирован» и даже картонный гроб с портретом главы государства. Большинство конгрессменов поддержали отстранение Хосе Херри. Поводом стал политический скандал вокруг его тайных встреч с китайским бизнесменом и обвинение в злоупотреблении властью. Сам Херри заявил, что уважает решение парламента. Теперь Конгрессу предстоит избрать нового спикера. Именно он, согласно Конституции, автоматически станет президентом страны. Это уже третий подряд глава государства в Перу, лишившийся должности, и 8-й президент за последние 8 лет, еще одно свидетельство затяжной политической турбулентности в стране. Военный суд в Баку приговорил Рубина Варданяна, бывшего миллиардера и экс-главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, к 20 годам лишения свободы. Обвинение требовало пожизненного заключения, однако суд назначил более мягкое наказание. Нагорный Карабах более 3 десятилетий находился под контролем этнических армян. Однако в 2023 году Азербайджан восстановил контроль над регионом после стремительной военной операции. В Баку считают Варданяна и других бывших руководителей Карабаха представителями незаконного вооруженного формирования, препятствовавшего возвращению территории. Рубену Варданяну 57 лет. Он родился в Армении, долгое время имел российское гражданство и заработал состояние в российском бизнесе. В 2022 году переехал в Карабах, где занял пост государственного министра. Осенью 2023 года его задержали при попытке выехать в Армению. На фоне массового исхода почти 100 тысяч армянских жителей региона. Сын Варданяна заявил, что приговор был предрешен еще в день ареста и подчеркнул: без освобождения армянских заключенных в Азербайджане говорить о прочном мире в регионе невозможно. Есть очень странное чувство некоего смирения. Мы знаем, что исход был предопределен в день ареста моего отца и других заключенных. Хорошо видеть, что об этой проблеме не забыли, как это было при администрации Байдена, которая, по сути, пыталась замести ее под ковер в свете более широкой мирной повестки, которая является просто бумажкой без реальной реализации. Думаю, администрация Трампа понимает, что не может быть прочного мира, когда одна страна удерживает заложников другой страны. Ожидал ли я, что все решится мгновенно? Конечно, я на это надеялся. Всегда надеешься. Но реалистично — это сложный вопрос, потому что в нем задействованы 3 разные страны. Это, откровенно говоря, ответственность армянского правительства сделать так, чтобы не проходило ни дня, когда этот вопрос не поднимается, и чтобы в итоге он был решен. Потому что это величайший позор для нас, как для народа. Позволять нашим собственным гражданам, по сути, гнить в тюрьме, одновременно пытаясь рекламировать так называемое мирное соглашение, в которое, как мне кажется, никто по-настоящему не верит, если мы видим, что можно сделать с гражданами Армении без каких-либо последствий. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Кубу несостоявшимся государством на фоне продолжающихся переговоров и ужесточения нефтяного эмбарго. По его словам, Вашингтон ведет диалог с Гаваной и рассчитывает на заключение сделки. Вы предупреждаете Кубу, чтобы она заключила сделку. Какой должна быть эта сделка? Что вы хотите, чтобы они сделали? Куба сейчас несостоявшееся государство. У них даже нет авиационного топлива, чтобы самолеты могли взлетать
Они затыкают взлетно-посадочную полосу. Мы сейчас разговариваем с Кубой, и Марко Рубио сейчас разговаривает с Кубой, и им абсолютно необходимо заключить сделку. Потому что это на самом деле гуманитарная угроза. Посмотрим, чем все закончится, но Куба и мы разговариваем. А пока есть эмбарго, нет денег, нет нефти, нет ничего. Если сделка не будет заключена, вы бы рассмотрели операцию, как в Венесуэле. Я не хочу на это отвечать. Зачем мне на это отвечать? Если бы это было так, это была бы не очень сложная операция, как вы можете догадаться. Но я не думаю, что это будет необходимо. Польша готовит возможные требования о репарациях к России за преступления советского периода. Об этом заявил директор Института оценки военных потерь имени Яна Карского-Бартош-Гондек, которому правительство поручило провести масштабное историческое расследование. По его словам, эта работа может оказаться сложнее, чем подсчет ущерба от нацистской оккупации. В 2022 году Варшава потребовала от Берлина 1,3 триллиона евро компенсации за действия Третьего рейха. Теперь речь идет о более чем 40 годах советского влияния и ограниченном доступе к архивам. Группа из примерно 10 историков уже столкнулась с трудностями. Польские исследователи не имеют доступа к закрытым российским архивам, а часть документов, по их оценке, была утрачена или искажена еще в советское время. Отдельно в Варшаве напоминают о Катынском расстреле 1940 года, ответственность за который российский парламент признал в 2010 году, указав на приказ руководства Советского Союза. Однако после начала войны против Украины, по мнению польской стороны, Москва вновь продвигает альтернативные трактовки истории. В Польше подчеркивают, что говорить о конкретных суммах и сроках пока рано. Расследование рассматривается как попытка зафиксировать масштаб ущерба и дать ему международно-правовую оценку. В Москве инициативу уже отвергли. В официальном заявлении МИД России польские претензии назвали необоснованными и русофобскими, а представитель ведомства в ироничной форме предложила в качестве репараций ссылку на оперу «Иван Сусанин», тем самым продемонстрировав отношение российской стороны к самой идее компенсации за советский период. Новая волна публикаций так называемых файлов Эпштейна спровоцировала масштабный политический и деловой кризис. Как сообщает Axios, обнародованные материалы вызвали цепную реакцию отставок и проверок в разных странах. В Соединенных Штатах под давлением оказались представители крупного бизнеса, юридических структур, спортивных организаций и федеральных ведомств. После появления переписки и упоминаний о контактах с Джеффри Эпштейном некоторые влиятельные фигуры объявили об уходе с постов. В других случаях начаты внутренние расследования. Резонанс ощутим и в Европе. В Великобритании, Норвегии и Франции бывшие высокопоставленные политики и чиновники покидают должности либо становятся объектами официальных проверок. В ряде случаев речь идет уже не только о репутационных рисках, но и о возможных юридических последствиях. Отголоски скандала дошли и до Ближнего Востока. В Дубае смещен руководитель одной из крупнейших логистических компаний региона после публикации его имени в документах. По оценке Axios, нынешний раунд публикаций стал самым разрушительным по своим последствиям. Для ряда фигур он фактически завершил политическую и деловую карьеру. При этом расследования продолжаются, и окончательный масштаб последствий пока не ясен. Дубай все активнее внедряет роботов в работу городских служб, от пожаротушения до полицейского патрулирования. В подразделениях гражданской обороны появился робот-пожарный, способный подавать струю воды на расстояние до 60 метров и перекачивать около 2,5 тысячи литров в минуту. Машина управляется дистанционно и может работать там, где человеку находиться опасно – в узких проходах, на лестницах, в зонах плотного задымления и высокой температуры. Датчики помогают обнаруживать опасные вещества, а встроенная система охлаждения защищает оборудование от перегрева. С начала года такие роботы уже задействованы при реальных пожарах. Кроме того, в ноябре в городе представили автономного полицейского робота DPR-02. Беспилотник оснащен системой искусственного интеллекта и технологией распознавания лиц и патрулирует туристические районы. Власти Эмирата заявляют, что это часть масштабной программы автоматизации. Количество роботизированных систем в экстренных и муниципальных службах планируют увеличивать, чтобы ускорить реагирование на инциденты и снизить риски для сотрудников. В Рио-де-Жанейро стартовали главные соревнования карнавала на самбодроме Маркиза де Сапукай. Прошел первый вечер парадов школ самбы. 4 коллектива из специальной группы высшей лиги карнавального конкурса задали высокую планку всему фестивалю.
Школа «Императрис Леополдиненсе» посвятила свое выступление бразильскому музыканту Нею Матагроссу. Портела представила постановку о принце Бара, обратившись к афро-бразильскому наследию юга страны. Мангейра выбрала тему Амазонии и отдала дань уважения Местре Сакаки, целителю и хранителю афро-индейских традиций. Итоги жюри подведет 18 февраля, а 21 на Самбодроме состоится традиционный парад чемпионов.